Это моя начальная школа. Именно сюда я пошел в первый класс. А уже прошло 11 лет. 11 лет потрачено. 11 лет система образования не училась задавать какие-либо вопросы, но все же один вопрос есть. Куда были потрачены эти 11 лет? В этом видео я хочу затронуть тему образования, проблемы системы образования нашей и не только, а также тему высшего образования, нужно ли оно и действительно ли оно важно в наших современных реалиях. Советую посмотреть видео до самого конца детям, их родителям и учителям, особенно родителям и учителям, ведь здесь будет очень много того, чего они не хотят слушать. Школа неимоверно важный и основной социальный институт, и очень важно, чтобы она помогала адаптироваться человеку, помогала формировать личность. Но ко всей системе образования есть очень много вопросов и претензий. Школа должна учить и готовить к взрослой жизни, но она этого не делает. Школа выступает просто как переходной этап, и не у всех коллектив хороший. Для кого-то это очень токсичный и разрушительный переходной этап. Мы изучаем очень много всего, чего в жизни никогда не пригодится, а то, что действительно важно, зачастую не изучается. Наша нынешняя система образования построена лишь на одном факторе – ЕГЭ. Помнится, мне даже в 3 классе нам говорили о важности писать буквы без хвостика. Иначе баллы на ЕГЭ могут сбить. В этом году все чаще представители Госдумы начали заикаться об отмене, либо просто говорить об неэффективности ЕГЭ как системы. Слышал мнение, что если сравнивать со вступительными экзаменами в вузах, то щадящее ЕГЭ дает шанс всем. Возможно, оно и так, но явно не сейчас. С самого начала школы нас готовили к ЕГЭ. Все образование было построено на подготовке к сдаче экзамена. Не подготовке к жизни, а только к экзамену. Я это говорю как человек, что как пару месяцев уже не школьник, да и любой другой это подтвердит. Школа, как важный рубеж между детством и взрослой жизнью, должна учить взрослой жизни. Но она, как система, этому не учит совершенно. У нас ЕГЭ — это один сплошной ужас. У нас в школах охраны может не быть, но на ЕГЭ там обязательно будут херово туча охранников, металлоискателей, наблюдателей и камер. Даже в самой ужасной школе, что выглядит хуже заброшки. И ничего, кроме стресса, это не вызывает. А само ЕГЭ — это лотерея. Я не готовился к ЕГЭ вообще и написал очень хорошо. Хотя результаты мне не нужны, я не поступаю в России, но об этом позже. А варианты у меня попались легкие. А людям, кому результаты важны, выпали самые сложные варианты и баллы были соответствующие. На ОГЭ я вообще был в числе тех, кто не должен был сдать, ведь я на оценки забил и не готовился. А по итогу русский, например, я написал лучше всех. Но опять же, я скорее исключение. Также в 2020 году, и в этом нам тоже об этом рассказывали, и вроде такие были у нас, не берусь утверждать, в некоторых регионах стояли видеокамеры с так называемым машинным зрением. Они распознают лица участников ЕГЭ, поэтому привести другого человека вместо себя на ЕГЭ не получится. А еще они фиксируют странное поведение участников госэкзаменов и тут же подают сигнал в единый центр онлайн-наблюдения, где за всеми сидящими в аудиториях следят еще и живые люди, наблюдатели. То есть контроль за суетливыми движениями всех находящихся в классе двойной, если не тройной и так далее. Людям плохо на ЕГЭ становится от такого волнения. Это запуганные дети, под контролем, словно они зэки с подозрением на побег. Сначала тебя учителя валят, и вместо нормальной подготовки дети выслушают, что они бездари и ничего не сдадут, как это зачастую бывает. Потом слушают байки про страшное ЕГЭ, а потом приходят и играют в лотерею с наблюдением похлеще, чем в некоторых тюрьмах. Если в начальной и средней школе про экзамены мы слышали мало, то про экзамены начали буквально орать в классе 7. Естественно, сначала началось ОГЭ и началось натаскивание к нему. Потом 10 класс, зачастую это просто лишний год, и 11 класс. Натаскивание к ЕГЭ и все. Его сдача. Кажется, что-то упустили. Как я и говорил, система не учила задавать вопросы, и самый главный почти никто себе так и не задал. Кто я? Это самый главный вопрос каждого человека. Система, которую проходят все дети, казалось бы, должна помогать и способствовать ответу на этот вопрос. Но по итогу ничего из этого нет, а профориентация, что проводят в школе для галочки, если она вообще есть, примерно на уровне онлайн-тестов на совместимость и тип личности. У нас нет никакой практики, у нас одна сплошная подготовка к ЕГЭ. В самые ключевые года, 9, 10, 11 класс, когда ты уже в меньшей степени глупый ребенок, а уже осознанная личность, идет просто подготовка к экзаменам. А учителя еще дополнительно валят учеников, говоря, что ни хера они не сдадут, и это до ужаса распространенная херня. Я говорю именно о системе, о большинстве. Система образования похожа на сломанный, изуродованный, мчащийся поезд, в который тебя заставляют запрыгнуть. После сдачи ЕГЭ ты должен поступить. Ну как понять, куда ты хочешь поступить, если ты не знаешь, кто ты?
тебе не помогли найти себя. Школа — это отличное место для убийства личности и каких-либо стремлений. У нас нет ничего полезного и действительно важного. У нас нет банального сексуального образования. Нет, вы чего? Это табу. Секса по-прежнему не существует. Плодятся воздушно-капельным путем. Все в школах построено на табу, на ограничениях. Именно эти ограничения засаживают в детей еще более ограниченные учителя. Невероятно открытый к миру ребенок попадает в эту систему, и эта система его убивает. Но грустная правда. Только ребенок любит этот мир и готов его изучать с огромным энтузиазмом. Потому что у него нет барьеров и предрассудков. Это чистейший разум. А потом психотерапевт будет морально уничтоженному взрослому говорить о важности вернуться к своему внутреннему ребенку, которого убила школа, учителя и родители, говоря ему о взрослении. Какая жизненная ирония. Но система заковывает школьника в оковы, и это уже не открытая миру личность, это оболочка. Что не будет задавать себе вопросы, что не будет уметь разговаривать с собой, что закончит школу, вуз, трудоустроится, будет как все, неблагополучный брак, дети, старость, нищета, смерть. Нас не учат учиться на ошибках, нас учат, что ошибки — это плохо. Система построена так, что если ты допустишь 2 ошибки из 15, тебя ткнут пальцем в эти 2 ошибки, а не в 13 успешных вариантов. В школе не учат отстаивать свои права, высказывать свое мнение. Да даже когда какие-то тесты ты пишешь, учителя пекутся не о твоих знаниях и о том, как они тебе их дают, а об рейтинге школ. В школе ограничивают самовыражение. Почему-то именно учителей волнует то, как выглядит их ученик, и часто снижают ему оценки за это. Пирсинг, цвет волос, цвет одежды. Почти во всех школах ты обязан носить школьную форму. С самого детства тебе показывают: ты как все. Будешь пытаться самовыражаться и показывать свою личность, пойдешь к директору. То есть за то, что ты будешь собой, ты будешь наказан. Даже следят за соцсетями. Как бы мне не повезло со школой, учительским составом, как бы я его не любил, но все равно была попытка слежки. В 2018 году, я еще пост в ВК публиковал, меня вызвал учитель и сказал, что за всеми социальными сетями учеников следят специальные люди, и все скриншоты с моими постами, видео, где содержится ненормативная лексика, будет отсылаться родителям, и мою маму поставят в известность. Что из этого действительно правда, мне неизвестно, но тот факт, что меня наказывают за мою личную страницу, за мои личные мысли в постах, за мою личную жизнь вне школы, остается фактом. Ну как же это абсурдно. Учителям зачастую наплевать на внутренние переживания детей. Но если дети как-то высказываются на своей личной странице, самовыражаются на своем теле, то это их волнует больше всего и всех. Сколько раз я слышал о том, что из-за цвета волос чуть ли не вели к исключению, за непослушание со школьной формы и так далее. Даже до моих друзей докапывались из-за банальной сережки, цвета волос, потому что гнусное, табуированное, зажатое пытается опустить до своего же уровня светлого, любящего мир ребенка и сделать его таким же гнусным и зажатым. Пытаются сделать его стадом. Стадо учит быть стадом. В школе прекрасно убивают личность, заводят ее в рамки и ограничивают самовыражение, находя своим действием оправдание. Например, покрасил волосы, с ориентацией, наверное, что-то не так, больной, наверное. Я красил волосы пару лет назад, и примерно такая реакция и была. Хотя, возможно, растет творческая натура, и запрет самовыражения — это все равно как у художника забрать кисти. Или это единственная отдушина у ребенка, его внутреннее «я» таким образом не хочет носить на себе эти оковы, быть в этих рамках. Борется с этим. Не хочешь носить школьную форму, потому что хочешь быть индивидуальной личностью, или просто школьная форма уродская, что бьет по твоей самооценке и что в будущем аукнет с тебе проблемами? Недисциплинированный. Вообще, слово «дисциплинированный» по своей сути очень схоже со значением рабства. Только этому придают положительный окрас. И не путайте это с банальным уважением к другим и адекватным поведением. Дисциплина в школах — это когда ты пытаешься быть собой, но тебе затыкают рот и говорят слушать одного старшего. Ибо ты еще маленький, и у тебя своего собственного мнения быть просто не может. И хвалят тебя и твоих родителей за это. И как среди всей этой пучины и безнадёги найти себя? Дети не просто так не любят школу, не любят в нее ходить. Как говорится, люблю школу, но без буквы Ш. Все эти мемы и так далее. Именно поэтому дети так любят лето и терпеть не могут обучение. Потому что разумный ребенок не понимает, зачем ему это. Он не видит цели, он не видит смысла в действии. В началке он социализируется, ему интересно, вот его цель. А потом, почему меня готовят к ненужному ЕГЭ?
что знания вообще не показывает. Они готовят к жизни. Порой дети в Майнкрафте больше пользы получают. Не просто так люди забывают почти всю систему образования спустя даже полгода после сдачи ЕГЭ. Потому что она отвратительна. Там почти ничего полезного. А учителя не преподают, они требуют, чтобы ты понял. Но когда ребенок не увлечен, когда учитель не заинтересован в своей профессии обучения и за оклад в 20 тысяч рублей и считает, что дети должны слушаться старших вообще за старые скрепы и все такое, и забывает, что каждый ребенок это личность, которому нужен особый подход, ребенок ничего не поймет и не запомнит. Как говорится, скажи, я забуду, покажи, я запомню, увлеки меня, я пойму. У нас никто не увлечен, не обучающий, не обучаемый. А все, что наоборот, скорее исключение из реальности. А система вся построена на ненужной, скучной информации и подготовке к ЕГЭ. А между этим идеально вклинивается создание личностных оков, подгон под общий стандарт стада, уничтожение стремления, мотивации и в целом уничтожение личностного я. А никакой должной профориентации нет, никакой практики нет. Детей толком ничему не обучают, дожидаются их взросления, а потом заставляют делать выбор вслепую, заставляют поступать. Почему? Потому что все так делают, и ты должен. Потому что ты должен быть стадом, а не будешь таковым, будешь получать косые взгляды. То есть понимаете, какой абсурд? Личность в школе ограничивают. Зачастую родители ограничивают любое проявление самостоятельности, а потом тебя же заставляют делать выбор тогда, когда ты не готов. А если у тебя не получается, то ты сам виноват и вообще что ты делал эти 11 лет. Другой вопрос. Чему учили эти 11 лет? После окончания школы ребенок выходит не с пониманием жизни и видением своего будущего. Скорее наоборот. Он выходит словно из тюрьмы, где его сделали как все. А жизни он не знает. Он знает теорему Пифагора, но то, как найти ему работу, пройти собеседование, как снять квартиру, как откладывать деньги, как платить налоги, как жить в конце концов, он не знает. Даже слово «секс» он узнал от своего веселого одноклассника или из случайного запроса в Google. Человек из школы выходит с абсолютно пустой головой, с абсолютным отсутствием представления своего будущего. Многие выбирают профессию из воздуха. В прямом смысле. Они где-то услышали, увидели, кто-то посоветовал, и все, выбор пал. Но то, что именно эта профессия себе подойдет, проще в лотерею выиграть. Чтобы изучить все тонкости, изъяны профессии, понять, подходит ли она тебе, нужны месяца, года, нужна хотя бы банальная практика, но по итогу 11 классов превращаются в забег с вымышленным уходящим поездом, подготовка к экзаменам и все. Как делать выбор, когда даже практики нет? Я скажу вам, становитесь сантехниками, и вы разве захотите им стать от моих слов? Конечно, нет. Но зачастую происходит именно так. Только слова либо от учителей, либо родителей. В детях убивают личность и выкалывают глаза, а потом заставляют делать очень важный выбор вслепую. Ну разве такое только у нас? Расскажи, откуда ты, где живешь, сколько тебе лет, где обучалась и куда сейчас поступила? Всем привет, меня зовут Энн. По-английски. Ну, о май гад. Я сейчас живу в Калифорнии, в Лос-Анджелесе приехала только что, и я поступила в USC, University of Southern California. Мне 18 лет, и я буду изучать film production. В этой школе, кстати, в Америке мы называем вуз, это просто школа. Я не знаю, это, наверное, странно для like for Russians. У вас сколько классов? Когда вот ты 12. прямо 12 классов? Расскажи, как у вас происходит обучение? И мы там набираем классы, типа испанский, можно французский, это типа electives такие, когда язык надо изучать. Я изучала испанский, и yo puedo hablar un poquito español. Но это уже в высшей школе, это я о чем говорила, типа можно брать уже классы посложнее, типа ну вот у нас, хочешь. Да, у нас вот получается после 9 класса у нас также идет как деление, так соцгум, там у тебя больше упор на литературу и так далее. Это что-то у вас что-то похожее, да? Да, только все эти классы будут в этой школе изучаться. Ты не будешь куда-то еще идти. Например, если у тебя был упор на историю, у тебя будет меньше упор на историю в вузе. Угу. Ну, смотря, если какое у тебя направление в вузе. Если ты хочешь идти на учителя истории, тогда у тебя больше будет классов на историю. Ты сейчас отучилась в школе, и как ты можешь сказать, у вас идет больше обучения, знаешь, под стандарт, то есть просто всех обучают как все, или идет больше упор на личность и на развитие личности? О май гад. У меня такое ощущение, как будто у меня интервью, типа, для какой-то компании. I'm like representing all of America right now. Как бы, наверное, больше на личный. Like,
individually. Подружка, она уже хотела стать доктором, она брала очень много классов для biology. У нас есть ЕГЭ, что ты сдаешь после 11 класса. Есть ли какие-то аналоги подобного у вас? У нас есть SAT, и там типа английский, математика, история, и мы должны это сдавать. Потом через несколько месяцев придет какой-то score, и если score high enough, тогда мы можем отправлять это в different colleges. If it's not, then you shouldn't send it. У нас есть опция, типа, если ты хочешь, отправляй, если не хочешь, не отправляй. В этот год, когда я поступала, я не смогла взять этот SAT, потому что все они закрывались, типа. Но у нас есть несколько лет в высшей школе, в high school, делаем pre-SAT. Это то же самое, как SAT, только мы просто практикуемся, это никуда не идет, просто мы это берем, чтобы знать, как будет этот тест. У нас, например, ЕГЭ, по сути, у нас вся система образования, что у нас вся построена на том, чтобы к ЕГЭ подготовить. Короче, весь акцент на это. Насколько у вас этот тест важен, у вас это происходит так, что вы просто учитесь, вас к этому не готовят, в конце вы просто сдаете тест, чтобы было. Ну, получается, да, вторая опция, да. Получается, просто мы учимся, и в какой-то день они нам говорят, типа, на следующей неделе у вас будет SAT prep. А сам SAT мы сами должны... Подготовиться. So it's not school affiliated. Короче, вы сами к этому готовитесь. Мы сами к этому готовимся, да. И есть классы во время summer. How the fuck do you say summer? Лето. Лето. Во время лета. Ну, короче, ты хочешь сказать, что летом есть дополнительная подготовка по желанию? По желанию. Там $1000 как минимум надо оставлять. И сейчас вообще такой скандал во всем Америке, потому что говорят, типа, только обеспеченные люди могут этот SAT брать и хорошо сдавать, потому что если ты подготовлю, тогда у тебя будет хороший балл. А если ты вообще не подготовил, балл не очень будет высокий. Но ты можешь быть хорошим вообще студентом, просто не попасть в вуз, который ты хочешь, потому что из-за этого SAT. Ну, сейчас они думают вообще его снять. А насколько эти баллы важны? Когда ты поступаешь в какой-то университет, там надо писать эссе. Несколько эссе вообще-то. Надо свои оценки показывать из high school. И если хочешь, можно этот SAT показывать. Как бы в этот год у нас была опция. Если хочешь, показывай, если не хочешь, показывай. Но вообще-то надо всегда показывать, чтобы the colleges will know. Бывали такие случаи, когда студент просто очень хорошо описывает себя, на все смотрит. Про эссе это как описание самого себя. Ну, как бы да, у нас есть очень много write about this, like different essays you can write about. Ну, как бы они на все смотрят, на grades, essay, SAT. Ну, короче, больше при поступлении смотрят больше на личность, на самого человека, и как он себя описывает. У вас есть бюджетные места? Можно ли? Это только если ты получишь scholarship. И scholarship — это когда смотрят на тебя и думают, вау, это прям amazing student. Я хочу, чтобы они вот в мой университет пошли. Чтобы этот студент в другой university не пошел. Это для всех так не делают. А есть еще financial aid. Это когда смотрят на данные, какие у родителей, какие машины у них, какие дома, какая работа, какие у них taxes, за сколько они платят. They look at that and they're like, okay, well, they're rich as hell, so we're not going to give them any aid. То есть образование у вас платное, но если школа даст рекомендацию или тебя заметят университета, то тебя с руками заберут. Или если ты недостаточно из благополучной семьи, то тебе дают возможность бесплатно обучаться. Да. Я на платную, да, у меня вообще вуз, это номер 1 вуз for film в мире. И там очень тяжело поступать. Там вообще в этом году 1% acceptance rate. Все туда поступали, потому что в этом году не надо было типа SAT показывать. И, конечно, this year there were so many more people because they didn't have to put their SAT, me being one of them, and I got in. So сколько стоит в твоем случае? Yes. Ну, это у меня школа, вот вуз у меня очень expensive, потому что it's private. Когда вы учитесь именно вот в обычной школе, есть ли у вас какая-то практика и вообще помощь в поиске себя вот в старшей школе? Ну, как бы да, у нас есть классы, есть учители, которые... У нас есть класс, который сделан, чтобы студенты могли уже в 9 классе определиться или уже начинали думать, кем они хотят стать. Как это происходит у вас? Ну, просто класс у нас, мы садимся, учительница говорит, сегодня мы будем делать slide presentation, slides. Вы будете делать research. Who do you want to be when you grow up? It starts there. Начинается это так. Помогает или скорее это просто, знаешь, сделано, но как-то пользы от этого нет? Не, помогает, потому что вот эти assignments, которые мы делали, потом через несколько лет мы опять что-то такое же делали, я могла уже посмотреть, у меня уже есть резюме, for example, резюме. Они просто нам помогают начинать. Правильно ли я понял,
понял, что как помощь работы с психологией. Ну да. Ну и как бы уже нам говорят, как правильно надо себя в интервью. У нас были интервью, типа люди из Гугла приходили и нам спрашивали, типа, какие у вас любимые хлопья? И мы должны были ответить, а у меня Captain Crunch, потому что снаружи они такие оранжевые, а внутри они такие сочные. Это я такая же тоже. Я думаю, конечно, здесь в Америке больше для себя, для развития себя. I feel so like limited. Когда я была в России, вот в Москве несколько недель назад, у меня друг туда приезжал. И у меня было такое online course. I sat down on the Zoom. I'm like, okay, what is this? It was about consent. Там, типа, мы сидим в группе на Zoom, и учительница такая говорит, окей, у нас сейчас такое situation. Ты хочешь позвать девушку себе домой и хочешь с ней, типа, переспать. Но ты не знаешь, как ей написать, что, типа, мы будем смотреть фильм, и потом хочу с тобой, like, have sex with you. How would you write this? Okay, go. И мы должны с другими людьми, которые мы впервые просто like met. Здрасте, меня зовут Энн. Я думаю, надо бы написать вот так. В старшей школе у нас были всегда... Приходили на выступление, мы приходили в зал такой большой, и там выступление было in the middle, типа someone's explaining about like gay rights, LGBT, It's drugs. more about sexual education. It was like sexual education, drugs, how to say no to drugs. Нас уже в 5 классе учили, что такое, что надо... What do you need to prepare for? В Америке это больше такое прогрессивно. То есть у вас обучение происходит так, что у вас больше упор на личность, у вас больше сексуального образования и так далее, чего нет у нас вообще в принципе. 9 класса у вас начинается именно разделение, куда ты хочешь. Так, это у нас вот есть схоже. У вас есть как профориентация, только более глубокая, которая растягивается на несколько лет. Если тебе необходима практика, ты ее можешь спокойно запросить. Так, после этого вы сдаете... SAT. Он важен, но зачастую могут выиграть именно твои личные характеристики. То есть, когда ты уже начинаешь поступать, ты описываешь полностью себя, смотрят не на результаты теста, а именно на твои качества. Все в целом. Какие положительные и негативные стороны касательно системы образования в США? Делать a whole-rounded individual, тот, который все знает про математику, про английский, про историю. Но если я хочу быть артистом, тогда зачем мне надо бегать по 2 мили каждый день? Ну, то есть, я думаю, типичная проблема всей системы образования, слишком много лишнего. Да. Насколько в США важно высшее образование? I'd say very much. Unless you're Bill Gates, you have to go to college, or else nobody's gonna accept you. You're either gonna become, if you don't go to college, you either have a really good, like, product that you have, like the next Facebook. And you become a millionaire. It's very important. Постараюсь структурировать все, что было сказано. Взял я именно США, так как очень много кто мечтает туда попасть и обучаться. Романтизирует. Но система образования у нас в некоторых аспектах схожа. Как минимум в том, что ЕГЭ в свое время было заимствованием этого теста из США. Только вот именно то, о чем я и говорю. Несмотря на все «но», там идет упор на личность. Там есть сексуальное образование. Там помогают найти себя. И вот эти тесты, что описала Энн, и что проводятся несколько лет, они разово для галочки, это очень эффективный метод работы со своей психологией и со своим «я». Из школы ты выходишь уже более подготовленный к взрослой жизни. У нас же нет. После сдачи ЕГЭ детей требует поступления. Если в романтизированной многими США зачастую ты выходишь с пониманием, что ты хочешь, потому что там такую помощь оказывают и учат тебя, потом поступаешь, то у нас ты просто ни хера не знаешь и тебя заставляют поступить. В принципе, всю систему строят так, что у тебя получается забег. Сначала до ЕГЭ, а потом до вуза, в который ты поступаешь во многом просто потому, что так решили твои родители, или ты просто где-то прочитал, что это вроде как неплохая профессия. У нас почти половина выпускников вузов работают не по своим специальностям. Раньше я считал, что сделать выбор в 18 лет о том, куда ты хочешь поступить, чтобы работать всю жизнь, это оптимальный возраст. Сейчас я понимаю, что это очень маленький возраст. Детей заставляют делать выбор, оказывая на них всяческое давление. Сначала их ломают, потом давят. Сначала учителя давят тебя с экзаменами, не у всех учителя душки и поддерживают морально, скорее наоборот, говорят, что ты завалишь. А потом тебя заставляют делать выбор, называя его самым важным в жизни. Но практики, чтобы ты сделал выбор уверенно, нет никакой. Даже чего-то наподобие. Именно поэтому для меня наша система образования — это скоростной, страшный и сломанный поезд, что обречен слететь с моста, на который при этом все стараются попасть, потому что так делают остальное стадо, но поздно осознают, что этот поезд едет не по желаемому маршруту. Я против того, чтобы дети поступали сразу, если они не определились с этим еще в раннем детстве, и к этому не лежит душа. И больше скажу, я знаю
знаю людей, которые в 30 лет до сих пор не нашли себя. Потому что взрослые давят на детей и требуют от них решать все быстро. А дети даже наедине с собой побыть не могут. Они не знают, кто они. А их ставят перед требованием сделать очень быстро очень важный выбор. Выбор профессии. Чтобы потом работать всю оставшуюся жизнь до пенсии. Что само по себе даже звучит грустно. А как часто вы слышите от людей, что они любят свою работу? Почти никогда, да? Даже ваши родители вам вряд ли такое скажут. То есть детей торопят, те делают неправильный выбор, а потом работают там, где душа не лежит. Но так ведь вроде проще. Ты хоть и работаешь там, где не любишь, но зато зарплату получаешь, у тебя деньги есть. Но таким образом ты не только свою работу ненавидишь, ты и всю свою жизнь ненавидишь. Вы почти всю свою жизнь работаете, а ненавидя свою работу, вы, по сути, ненавидите почти всю свою жизнь. Так и получается, что жизнь делится на главы: рождение, школа, нелюбимая работа, смерть. По сути, вас учат ждать смерти. Я выступаю за то, чтобы после окончания школы дети брали перерыв. Год-два, до тех пор, пока они не поймут, кем быть. Но, естественно, перерыв не должен состоять из прокрастинации и безделья. Это время дети должны посвятить себе, чего им не давали сделать раньше. Пожить одному, столкнуться с трудностями, изучить вообще все, что так интересует. Разобраться в себе, трудоустроиться куда-то. Саморазвитие приходит только через саморазрушение. Конечно, есть свои но и исключения. Если вы с детства занимаетесь чем-то и полностью уверены в своем решении, то вам и не нужен никакой перерыв. И есть одно но в виде армии для парней. Я сделаю об этом ролик как-нибудь потом, потому что призывная армия просто уничтожает качество образования. Если говорить об образовании в России и СНГ, то очень часто качество образования либо не самое лучшее, либо диплом нигде не котируется. У меня в планах через пару лет поступать за границу, а именно в Чехию, поэтому мне баллы ЕГЭ не нужны. И вероятно, я буду делать это через GoStudy, и это можно сделать максимально дешево. Это чешская языковая школа, которая помогает поступить в вузы Чехии на бюджет. GoStudy на рынке 20 лет, имеет аккредитацию на проведение экзамена на знание языка, предварительно обучая вас чешскому языку с нуля до уровня B2, что и является условием для поступления в университет на бюджетное место. А европейский диплом, естественно, ценится в разы лучше, чем любой другой из СНГ. Но из-за пандемии достаточно сложно решиться на переезд, поэтому у GoStudy есть программа дистанционного поступления. GoStudy дистанционно обучает чешскому языку. Это в разы дешевле и выгоднее, чем любые другие курсы и репетиторы. Вы обучаете язык, не выходя из дома, с удобным графиком занятий, что можно совмещать с другой учебой или работой. При этом, естественно, экономите на жилье, питании и сопутствующих расходах. Сэкономленные деньги можно отложить на будущий переезд. Вы выучите чешский с носителями у себя дома и гарантированно поступите в университет Чехии. Всего от 99 евро в месяц. По окончанию курса вы сдаете государственный экзамен по чешскому языку на уровень B2, получаете сертификат и гарантированно поступаете в вуз. Все просто и выгодно. А бесплатный пробный урок для всех желающих проходит каждую неделю. Программа рассчитана на 9 месяцев, а старт курса 1 октября. Это самое выгодное предложение по изучению чешского языка на рынке, а все подробности в описании. Переходи по ссылке и узнай, как получить образование мечты. И все же вопрос о важности высшего образования остается открытым. По крайней мере у нас. Хочется выслушать несколько сторон сразу. Куда ты поступала, в какое учебное заведение, в какой город, на какую профессию и сколько тебе лет? 23. Мне 21 год, я поступала после колледжа по вступительным экзаменам, пошла в итоге на журналистику. Мне 19 лет, поступала я в Екатеринбург. 5 лет назад я поступала в УрГПУ, педагогический университет. КФУ. Я училась на финансового менеджера. Направление у меня было информационные системы и технологии. Из УрГПУ я просто отчислилась по некоторым причинам. Потом 2 года перерыва, и сейчас я поступила в другое место. Профессия та же, все то же самое. Если там было 2 языка, то здесь основной один. Ну, хотелось больше, конечно, на психологию в служебной деятельности, вот в полиции. Попала на журналистику, и я еще даже до конца не осознала, что я учусь. Томский государственный университет имени Федора Михайловича Достоевского. Поступала ты по своему желанию или так родители наказали? Нет, я поступала по своему желанию. Исключительно по своему желанию, но как, у нас по материнской линии педагогическая династия уже немножко складывается. Но на меня вообще никто не давил, то есть у меня с детства проявилась вот эта склонность опекать, преподавать, обучать, вот это все, и лет в 13 я так поняла, что ну, наверное, это мое. Мне всю жизнь вдалбливали, что я обязана поступить в университет, обязана закончить его. Конечно, это уже не совсем мое решение было. Я ради галочки, наверное, поступила. У меня вообще никаких пониманий даже не было, зачем я туда иду, что я буду изучать, кем я буду потом работать. Так, но несмотря на это, есть ли какие-то положительные стороны твоей профессии и твоего опыта обучения? Положительного я
научилась, типа, всякой жопой выбираться, потому что, короче, когда все было плохо, я пыталась сделать, чтобы все было хорошо. Я пыталась где-то получить там зачет и так далее. Ну, на самом деле, только и социальные, может, какие-то. В плане, что я с людьми начала более так общаться открыто. Мне приходится очень много общаться с людьми, это разные люди. У нас вуз действительно делает все для профессии, для нас, чтобы мы не сидели, не были журналистами из пробирки. Однозначно прокачка мозгов, самодисциплина. Именно поступая, особенно в другой город, ты сталкиваешься с той самой реальностью, которая, ну, даже близко не похожа на сериал «Универ», знаешь. Ты понимаешь, что что-то как-то вообще совершенно все иначе. Ты очень быстро взрослеешь, только тогда начинаешь понимать, что тебе вообще на самом деле надо. Так, аналогичный вопрос, какие негативные стороны твоей профессии и твоего опыта обучения? По знаниям вообще абсолютный ноль. Что тебе могут дать за 2 недели? Лишь знания о том, как сделать курсовую, вот эти вот по ГОСТу, которые, нафиг не нужно мне это знание. Если бы я действительно хотела обучаться прям на эту профессию, мне бы очень не хватало знаний. Во-вторых, преподаватели довольно несовременные, все они в основном прям очень стереотипно, по старым шаблонам, это очень мешает. Негативные, ну вот их побольше на самом деле. Деньги просто так на самом деле, я считаю, пропали, потому что, платное обучение, та еще. Также негативной стороной являются это неадекватные преподаватели. С ними невозможно обучаться было, а так как это был еще и дистант, это просто какой-то unreal. Обучение в университетах сильно хромает. Бывает, что преподаватели вообще непонятно, как здесь оказались, непонятно, чему они могут научить. Бывает так, что твой уровень становится только ниже с этим преподавателем. В стенах вуза тебе особо никто помогать с этим не будет. Ну, вот с отрицательными сторонами как-то не все так просто, потому что здесь действительно не все однозначно. Первый курс мы были на пандемии, происходили дистанционно, и это было действительно тяжело. Не всегда там у кого-то срабатывает микрофон, еще что-то. У нас был очень стрёмный универ. Само здание, разруха просто. И там просто находиться было вообще неприятно. В одно время мы вообще без дверей ходили, там, потому что ремонт. Коррупция. У нас некоторые преподаватели без взяток просто не давали нам оценок, не ставили оценок, мы не могли сдать их предмет. Мы сдавали там что-то по 1000, по 2000 рублей преподавателям. Какое общее впечатление от обучения? Нехорошее. Общее, больше положительного, потому что действительно педагоги у нас сильные, и они, прям дают информацию, которая необходима нам будет. Вообще отрицательное. Конечно, негативное. Нам не хотелось учиться, не было никакого желания. Само здание, сами преподаватели, то, как они вели. Скажу так, оно того стоит, но только если ты точно понимаешь, что ты на своем месте. Но вот если ты попал не туда, это будет ад. Ты поступила на платку, как сказали родители, но да. Эта профессия, она тебе, как думаешь, пригодится? Она бы мне могла пригодиться, если бы мне она, больше как-то нравилась. Если бы я поступала на профессию, которая мне очень нравится, я бы, конечно, там осталась, несмотря ни на что. Кстати говоря, я работала по профессии, но у меня даже диплом не спросили. Я в Казани работала по профессии, именно на финансовом. Свой диплом я вообще забрала через 1,5 года, как я его сдала. Мне родители все время говорили, что я не могу допустим, быть автомехаником, потому что я девочка. А твое желаемое это с машинами? Да. А как ты все-таки считаешь, нужно ли высшее образование? В идеале, конечно, нужно всем поступать. Просто сейчас очень много новых профессий появилось, да, и в основном их преподают на курсах всяких, которые ты можешь там за 2-3 месяца, да, пройти. Это не государственное обучение. Было бы очень круто, если бы вот такие всякие частные компании преподавали бы именно в государственных вузах, потому что они действительно знают, как это делать, они это делают интересно. Это более краткие сроки обучения. Буквально любую профессию, которая тебе нравится, изучить и получить по ней прям диплом. Не обязательно. Если идти работать в какие-нибудь госструктуры, то, скорее всего, конечно, да. Но если ты думаешь, что тебе это и правда пригодится, если ты этого хочешь. А если не хочешь, то, конечно, нет. Ты можешь и без этого стать успешным. Вообще, если честно, я считала, что нет. Потому что у меня уже есть одно образование, это среднее специальное. Мне оно было не нужно. Без высшего образования все равно как-то, во всяком случае, у нас в городе,
тяжелее. С одной стороны, опять же, для самопрокачки высшее образование — это здорово. Но, учитывая, сколько людей у нас потом работает не по специальности, волей-неволей задумываешься, а нафиг оно вообще тогда? Так, ну, несмотря на то, что ты поступила туда, куда не хотела, знания тебе пригодились хоть как-то? Я бы не сказала. Еще ни разу. Да. Ребята, которые со мной учились, они уже многие работают по профессии. То есть после первого курса они пошли работать по профессии. Да, безусловно, знания пригождаются. Ну, сколько я репетиторством, например, занималась, мне это действительно помогло, когда я уже изучала детскую психологию, педагогику, вот это все, это, конечно, было нужно. Но потому что я все равно в этой же деятельности остаюсь, я все равно кручусь в этой сфере. Как считаешь, кому нужно поступать? Обязательно нужно поступать те, кто в меди работает. Ну, я считаю, что образование нужно получать людям, которые идут именно в профессии, как доктора, там всякие, еще что-то. Возможно, какие-то, возможно, точно госструктуры, то есть те же суды. Да нет, всем надо учиться. Просто другое дело, что нам не могут дать того образования нормального, интересного, чтобы человека заинтересовать. Либо кто хочет, как-то, не знаю, свою квалификацию, что ли, поднять, грубо говоря. Опять же, тем, кто знает, чего хотят. Лучше поступать через время, дать себе время отдохнуть, или сразу после 11 класса? Я все-таки считаю, что дать время отдохнуть — это полезно. Сейчас я бы поступила, наверное, через время. Мне очень хотелось в то время, чтобы ко мне пришел какой-то человек, который уже через все это прошел и дал мне совет. Вообще, наверное, я бы тоже на год взяла, так скажем, отпуск. Через время нужно подумать, нужно отдохнуть, возможно, даже поработать. Возможно, не сидеть же у родителей на шее. Конечно, нужно поработать, понять, что тебе нравится, осознать все, и только тогда уже думать, поступать тебе куда-то или нет. Вот смотри, у меня как раз был опыт с годом пропуска. И на самом деле, я до сих пор считаю, что это было самое офигительное время в жизни. После школы я осталась вне вот этих вот рамок, в которые меня постоянно загоняли. И у меня начался кризис, потому что я не знаю, а я вообще кто. И как раз вот этот год был действительно нужен для того, чтобы определиться, какой у меня на самом деле характер, какие у меня потребности, какие у меня возможности, желания и так далее. Именно чтобы понять, кто ты есть. В школе обычно этого не дают. Учитывая все это, что лучше, курсы или вышка? Вот здесь, кстати, сложный вопрос, потому что, допустим, я буду дипломированный специалист, все круто и классно, но, допустим, мою маму приглашают работать по той же самой специальности после 3 месяцев курса. И то есть ей не нужно столько лет тратить на образование. Я вот сейчас планирую пойти на курсы, по-любому, я считаю, они лучше. Смотря какие, опять же. Нужно выбрать еще хорошие. В наших реалиях лучше курсы. В зависимости от того, что тебе нужно. Скорость или база. Фундаментальные какие-то знания, которые можно найти только в этих старых библиотеках. Вот это вот все. Здесь, наверное, больше вопрос времени. Кого устраивает мало времени потратить, может пойти на курсы. А кто хочет получить прям диплом, может быть, у кого-то прям такая цель жизненная, то пусть получает диплом. А сейчас ты кем-то работаешь? Я работаю продавцом в пивке. Что посоветуешь школьникам и поступающим? Не бояться себя, более ответственно подходить к своему выбору, к своему решению и не слушать никого, если кого-то не устраивает их решение. Если вы даже сейчас не знаете, куда поступать, но вас заставляют, вы в любое время можете сменить сферу. То есть вы можете поступить в другой университет, на другую профессию. Даже после университета вы можете продолжить свое обучение на ту профессию, на которую хотите. Я училась на менеджера и сейчас обучаюсь на психолога. Есть такие штуки, как переподготовка квалификации. Короче, никогда не поздно, если вы сделали не тот выбор. Никогда не поздно сделать именно тот выбор. Я посоветую не торопиться с поступлением в какой-либо вуз или еще куда. Нужно дать себе время подумать, определиться, осознать, что тебе нравится, что ты хочешь вообще по жизни. Ну и не сильно париться насчет экзаменов. Вопреки давлению родителей и педагогов, сидеть и самостоятельно анализировать, очень много думать, читать, выяснять. В конце концов, интернет у нас сейчас существует не зря. И сам решаешь, что тебе действительно надо. Вообще никого не слушать и идти туда, куда зовет сердце. И только. Какой вывод я могу из этого сделать? Ни в коем случае нельзя слушать других. Нужно слушать только себя. Главное, что вы чувствуете сердцем, а не то, что говорят и навязывают другие. И это не только к образованию относится. Многие люди делают выбор, основываясь не на себе и не на своих желаниях. Этим роликом я не хочу в очередной раз просто возмутиться на систему образования. Это делает уже не одно поколение. Я хочу донести мысль детям, школьникам, поступающим или поступившим, учителям и родителям. Образование в нашем мире – это не так важно. Важнее
только вы. Поймите меня правильно, высшее образование – это основа. Да, зачастую без него никак. Но лучше работать над собой, а не работать так, как принято за основу. Лучше делать акцент на своей личности, нежели чем на общепринятом стандарте, который я вам описал. Образование дает вам кирпичи для постройки чего-либо на этой основе. Но если вы не уверены в выборе профессии, обучаетесь там, где не хотели или вас заставили, у вас не получится и 2 кирпича сложить. Но если вы начали развиваться в какой-то определенной сфере, начали развивать себя, сами создали под собой опору и сами добываете себе материал для постройки, тогда образование вам вряд ли что-то даст, кроме корочки. Поэтому так важно вместо бездействия начинать искать свое дело с самого начала. Образование нужно тем, кто не научил себя сам и не способен на это. А если он и не хочет обучаться конкретной профессии, что заставили или что в торопях наобум выбрал, то он даже так не обучится. Конечно, да, есть свои исключения в виде профессий, связанных с медициной, человеческими жизнями и так далее. Но не все у нас медики. Я не говорю, что от высшего образования 100% надо отказываться. Я не русский рэпер, ставьте это для них. Надо как можно раньше искать свое дело и заниматься. И если все успешно, то продолжайте работать над собой. А если от этого требует профессия, вы сами этого хотите, или у вас нет таких навыков и сил, чтобы создавать что-то свое, чтобы создавать эту опору и искать материал для той самой постройки, но сферу деятельности вы выбрали путем изучения себя, тогда высшее образование и последующее трудоустройство вам поможет. Если способны создавать, создавайте. Если нужна профессия и образование, поступайте, либо проходите курсы. Но всегда анализируйте и принимайте решения, основываясь на вас же самих, на ваших же качествах и предпочтениях. Никого не слушайте и не идите ни у кого на поводу. Но и не забываем об ошибке выжившего. Не каждый из нас Стив Джобс. В школе во всех нас заложили неправильные приоритеты. Нам внушили, что экзамены и поступления это очень важно, но единственное, чему учит современная школа, это идти по пути как все, не быть обычным стадом. Хочу донести до вас то, что вы должны быть самим собой, не слушая никого, даже своих родителей. Особенно тогда, когда вы хотите стать художником, а они требуют от вас стать медиком, например. Родители забывают, что они вырастили личность, а не собственную игрушку для отыгровки своих разбитых желаний. Что я хочу сказать детям и школьникам? Ищите себя, не ограничивайте себя одним хобби, работой, пробуйте абсолютно все. Играйте, рисуйте, творите, главное не бездействуйте и не ленитесь. Чем раньше вы начнете, тем будет лучше. Монтируйте, снимайте, пишите биты, стройте, копайте, считайте все, что угодно. Работайте над собой и не бойтесь осуждений. Прислушивайтесь к самому себе и к тому, что говорит вам ваше нутро, ваша душа. Развивайте в себе критическое мышление. Не попадайте под давление сверстников, учителей и взрослых. Оценки, экзамены – это не так важно. Важнее прожить свою жизнь так, как хочется вам, а не кому-то другому. Мир многогранен. Сейчас добивается не тот, кто идет по пути как все, а тот, кто ищет или создает себе возможности. Сейчас человек, снимающий Майнкрафт каждый день, может зарабатывать больше за месяц, чем некоторые за всю свою жизнь. Я с 8 лет неосознанно искал свое место, и сейчас у меня есть опора, которую я создал под собой сам. Именно поэтому сейчас для меня поступление не так важно. Люди, что учатся, заканчивают 11 класс, поступают или поступили, всегда задавайте себе один и тот же вопрос. Кто я? На протяжении всего обучения и всей жизни. И если в ответ слышите пустоту, то не стоит торопиться с поступлением. Не слушайте своих родителей и взрослых, слушайте себя и ищите себя путем творчества, чтением книг, путешествий, саморазвития. Родители у многих ограничивают самостоятельность, а потом требуют от тебя поступить тогда, когда ты не знаешь, кто ты такой. Поступайте, если уверены, не поступайте, если уверены, что вам это не нужно, у вас есть дело, на которое нужно сделать акцент, или наоборот, не уверены даже в примерной профессии. Значит, посвятите время себе, походите на практику, на курсы. А если поступили туда, где не хочется учиться, то никогда не поздно перевестись или поменять профессию, или заняться своим делом. Уж лучше дождаться своего поезда, чем садиться в самый ближайший разбитый вагон совершенно иным маршрутом, который вас не устраивает, просто потому, что в него сели все. А если поезд совсем не приходит, то постройте свой и станьте машинистом. Родители, дайте своим детям свободу с самого раннего возраста. Не так, что вы кидаете их на произвол судьбы и все. А дайте им возможность самостоятельности, саморазвития и помогайте этому. Их выбор всегда их выбор. Пусть он сам пожалеет о своем решении и извлекет из этого урок. Не ограничивайте его. Пусть он матерится в социальных сетях. Пусть будет так, нежели чем он будет закомплексованный, зажатый всю свою жизнь и ничего не добьется. Ведь через взаимоотношения с родителями у ребенка строятся почти все. Если ваш ребенок не хочет поступать, дайте ему такую возможность. Помогите ему найти себя, чтобы он поступил чуть попозже или создал бы что-то свое и стал независимым. Но помните, что поиск себя происходит
только через разговор с самим собой. Способствуйте этому. Не забывайте, что это личность. Если вы хотели, чтобы ваш ребенок стал хирургом, то не значит, что он захочет потакать вашим интересам и от этого будет счастливым. Он не обязан этого делать. Учителя, помните то же самое, что и родители. Если ребенок не хочет носить школьную форму, красит волосы, ногти, это не показатель того, что он ненормальный. Это показатель того, что его внутреннее «я» не хочет, чтобы его заковывали в границы и стандарты. Ведь это убивает личность. Живите для себя, а не для кого-то. Этому нас в школе не учат. Скорее наоборот. Я надеюсь, что система образования станет направлена на развитие личности, а не наоборот. Что отменит школьную форму, поменяет стиль преподавания, изменится вся система во всем мире. Но сейчас остается лишь мечтать. Но от учителей очень многое зависит. Что касается меня. Я с 9 класса не беспокоюсь об оценках, потому что встретил предвзятость учителей. Мне все говорили, что я занимаюсь херней, но при этом я все равно продолжил свое дело. Сейчас я окончил школу. Я не сдался и развиваюсь дальше. Развиваю дальше свои проекты и развиваю сам. У меня стабильный растущий доход, и мне это нравится. Я не планирую поступать в ближайший год-два, а если решусь, то буду делать это за границей, в Чехии. Но это не так важно. Ведь я понимаю, на чем я должен сконцентрировать свое внимание на данный момент, и я уверен в своем выборе. Я зарабатываю, инвестирую и постепенно создаю себе пассивный доход, и это важнее любого поступления. Не будьте обычным стадом, будьте личностью. Не станьте обычным человеком, что вместо поиска себя предпочитает самообман. Поступление туда, куда не хотелось, потакая интересам другим, работа там, где не нравится, получая копейки, а деньги тратя на то, чтобы забыться и уйти от самого же себя, уйти от диалога с самим же собой. На алкоголь, развлечения и так далее. Не стоит идти по цепочке жизни, как у всех, по которой вас учат идти и пытаются заставить идти. В этой цепочке жизни счастье не предусмотрено. Всего хорошего.